Всем привет. Сегодня посмотрим твоя судьба в любви, когда встретишь того самого. И давайте сразу начнем наш расклад. Единички. Как всегда напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, чего-то в своем кряхтении не утонул. Первый вопрос: где ты сейчас в своей любовной судьбе? Ну, знаешь, ты сейчас из дряни выбираешься, которая раньше была. Вот у тебя был парень, который тебя вот достал, я бы сказал. Он то постоянно критиковал тебя, то унижал, то виноватый делал во всем. Вот от него ты сейчас потихонечку отходишь. Не резко, не скандально, постепенно. Как будто на поезде едешь, да, и оставляешь позади город неприятный. И знаешь, что самое классное? Люди вокруг тебя, они помогают тебе в этом. Подруги поддерживают, родители на твоей стороне. Даже на работе там коллеги говорят, что ты лучше стала выглядеть. И ты получаешь поддержку, которой не было, когда ты с ним мучилась. Раньше все молчали, все языки в жопу засунули. А теперь открыто говорят, что он тебе не подходил. И проблемами ты начала сейчас с близкими людьми делиться. Перестала все в себе держать, перестала притворяться, что все хорошо. Маме рассказываешь, как он с тобой обращался, подруге жалуешься на его выходки. И они тебя не осуждают, наоборот, советы дают. И знаешь, сейчас ты как человек, который после болезни лечится. То есть силы постепенно возвращаются, настроение улучшается с каждым днем. И ты уже каждый вечер не плачешь. Ты уже можешь смеяться над всеми глупостями, которые были. И самое главное, сейчас ты понимаешь, что ты заслуживаешь лучшего отношения к себе. А это очень важно. Когда и как ты встретишь того самого? Ну, знаешь, ты его встретишь, когда научишься давать отпор всяким придуркам. Вот сейчас ты слишком мягкая. Позволяешь хамить, грубить, время твое не уважать. А вот тот самый, он появится, когда именно ты вот станешь жесткой с теми, кто этого не заслуживает, понимаешь? И знаешь, как это произойдет? Ты будешь защищаться от очередного урода. В очереди, в магазине, на работе, неважно. Ты скажешь этому нехорошему человеку все, что думаешь о нем. На место поставишь. И вот рядом будет стоять тот парень, который это увидит и подумает: вот это женщина. Умеет за себя постоять. И он, знаешь, он будет полной противоположностью твоему бывшему. Этот будет легкий, веселый, без вот этого говна в голове. Ты постоянно, вот как сказать, от него ждала плохого. Он все постоянно усложнял. А этот, наоборот, этот будет упрощать. Тот проблемы создавал, а этот будет их решать. Тот был как тяжелый. Вот бывают же такие люди, которые тяжелые. Вот как батареи чугунные в СССР были же, вот он такой был. А этот, наоборот, как перышко, этот легкий будет. Познакомитесь вы очень просто, без всяких вот этих романтических выкрутасов. Он подойдет, скажет пару слов, и вы разговоритесь. Но тут, знаешь, есть одна загвоздка. Ты можешь, как говорится, колючкой превратиться и уйдешь, не станешь разговаривать. Вот это минус один. И если ты все-таки будешь, поговоришь с ним, никакой напряженности не будет, никаких игр не будет, никаких попыток впечатления произвести не будет.
Просто два человека болтают и друг друга понимают. Понимаешь? И самое классное, он не будет на тебя давить, как прошлый. Не будет от тебя требовать каких-то там немедленных ответов на чувства и прочее, прочее, прочее. Он к тебе относиться будет, знаешь, легко и с юмором. Ну, не в плане то, что он над тобой смеяться будет, нет. Просто он легкий человек, которого тебе вот сейчас и не хватает после всей вот этой тяжести, которая раньше с бывшим мудаком была. Блин, я это сказал все-таки. Ну ладно, перезаписывать не буду. Как сказал, так сказал, значит, так должен был сказать. Кто он будет и что принесет в твою жизнь? Он очень мудрый. Он, знаешь, не в смысле вот такой зануда заумный, да, а вот в смысле он понимающий жизнь. Он много чего повидал, через много прошел. Поэтому он сейчас относится ко всему спокойно. Без истерик, без драм, только, как говорится, здравый смысл и опыт жизненный. И вот этот мужик, он, знаешь, твою жизнь принесет настоящую удачу. То есть, знаешь, вот по-другому скажу, у тебя все с ним будет получаться. На работе в гору дела пойдут, здоровье улучшится, даже деньги будут лучше, как говорится, плавать вокруг тебя. Он, знаешь, он будет для тебя как счастливый талисман. То есть, где он, там у тебя и везение. И знаешь, он еще научит тебя своей интуиции доверять. Вот объясню. Ты всегда вот чувствовал, что вот когда что-то не так, но этому чувству не доверяла. Интуитивно. А он будет говорить вот «слушай себя, ты себя не обманешь», вот этот голос внутренний. И ты вот потом потихонечку, как говорится, разработаешь свою интуицию и поймешь, что это твоя и есть суперсила. И отношение к жизни он твое изменит. Прям кардинально. Ты перестанешь всего бояться и начнешь рисковать. Не безрассудно, нет. Обдуманно. Он тебе покажет, что жизнь — это не выживание, это приключение. Что можно пробовать новое, да, ехать там в места незнакомые, знакомиться с людьми интересными. И знаешь, с ним ты поймешь, что судьба действительно существует. Что вот некоторые встречи, они не случайны. Что иногда Вселенная реально подкидывает нам именно тех людей, которые нам нужны. И вот этот мужик, он, знаешь, он станет доказательством того, что после плохого всегда приходит хорошее. Что вот после черной этой полосы, да, всегда идет белое. Вот он будет твоей белой полосой. Что сделать, чтобы приблизить эту встречу? Финансово независимой стать. Это, знаешь, это очень важно. Пока ты зависишь от денег там родителей, от помощи бывшего, от подачек там начальника, ты не готова к серьезным отношениям. Мужчина должен видеть, что ты сама себя обеспечиваешь, сама решения умеешь принимать. Но самое главное, перестань цепляться за безопасность. Потому что что? Ты боишься менять работу, хотя она тебе не нравится, боишься от родителей съехать, хотя пора бы уже, да? Боишься попробовать что-то новое, потому что привычное надежней. А твой будущий мужчина, он ценит смелых женщин. Поэтому научись жить одна и кайф от этого получать. Не в смысле там отшельницей стать, да, а вот в смысле комфортно чувствовать себя наедине с самой собой. В кино сходи одна, там в кафе сходи одна, покушай. Путешествуй одна. Когда мужчина увидит, что тебе с самой собой не скучно, он поймет, что с тобой точно не будет, как говорится, скучно. И знаешь еще, экономить на себе прекрати. Ты привыкла откладывать деньги на всякий случай. Покупать самое дешевое, там отказывать себе в удовольствиях. А нужно наоборот, в себя инвестировать. Одежда хорошая, там эти, как его, на лицо-то мажут, косметика качественная, курсы какие-нибудь интересные пройти. Мужчина должен видеть, что ты себя ценишь, понимаешь? И еще очень важно, не торопись. Не хватайся за первого попавшегося. Только бы, как говорится, не быть там старородящей, быть одной и так далее, вот это вся.
Лучше подождать своего, чем снова связаться с каким-нибудь проходимцем. Терпение тебе сейчас больше всего нужно. Больше чего тут еще? Больше нечего сказать. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напомню, двоечки, что передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то, как говорится, не забыл и не увлекался, слишком не погружался. Где ты сейчас в своей любовной судьбе? Это сигнификация. А ты сейчас, знаешь, как бизнес-леди успешная, которая все и всех контролирует. У тебя хорошая работа сейчас, деньги имеются, да, своя квартира, все дела в порядке. И ты привыкла быть главной во всем. Вот на работе тебя все уважают, к тебе прислушиваются. Ты очень крутая в своей сфере деятельности. Но в личной жизни ты чувствуешь себя нищей. Деньги есть на красивую одежду, да, рестораны позволить себе можешь, но тепла не хватает, которое отношения дают. И ты смотришь вот на вот этих вот, на парочки вокруг, да, и думаешь, я тоже так хочу, почему у меня такого нет? Домой приходишь в свою, как говорится, красивую квартиру, а там пустота и тишина. Как будто чего-то не хватает. Твоя проблема в том, что ты привыкла все контролировать. А любовь контролировать нельзя. Вот ты пытаешься отношения строить как этот бизнес-проект. Ты там планируешь, анализируешь, цели ставишь, а мужикам от этого не по себе становится. Они ж чувствуют, что ты их там оцениваешь как колечко, да? И проверяешь, подходят ли там они под твои критерии. И ты стал еще очень требовательным. После вот этих многих лет самостоятельности ты точно знаешь, чего хочешь. Но список требований к мужикам, он стал такой у тебя длинный, что под него никто не подходит. Таких мужиков нет. И ты, соответственно, отвергаешь мужиков там за мелкие недостатки, не давая им шансов там показать себя получше. Когда и как ты встретишь того самого? Ну, знаешь, когда расцветешь как женщина. Вот объясню. Сейчас ты деловая колбаса. Ну, слишком серьезная, давай, да, так будем говорить. Слишком серьезная ты. А нужно вспомнить, как быть мягкой, как быть игривой, как быть женственной. Перестать постоянно думать про работу, про планы и начни жить эмоциями, начни жить чувствами. А произойдет это на каком-то празднике. То ли день рождения подруги, то ли корпоратив, то ли вот свадьба. Ну, празднование. Неважно, в общем. Но это праздник будет. Ты будешь в отличном настроении, красиво, расслабленная, да, от всякого там винишка. То есть выпьешь бокал вина и расслабишься. И вот в этот момент он тебя и увидит. Не строгую вот эту бизнес-леди, да, а веселую живую девочку. И подойдет он к тебе сам. Он не будет ждать, пока ты там на него внимание обратишь. Нет. Он, знаешь, он скажет что-то смешное, и вы начнете болтать. И ты почувствуешь прям, как легко с ним общаться. То есть не нужно играть роль вот этой успешной бизнес-леди, да, не нужно впечатление производить. Просто, как говорится, два человека время хорошо проводят. А потом вы долго еще будете праздновать вашу встречу. Каждый месяц будете отмечать вот это вот знакомство. И вспоминать, как вы там смеялись, как все начиналось. Ваши отношения, они, знаешь, на
радости и веселье будут построены, а не на вот этих деловых переговоров, как у тебя это обычно бывает. Главный момент не упусти. Чувствуешь себя счастливой, беззаботной, не возвращайся ты в этот режим контроля. Позволь себе просто быть женщиной рядом с мужиком. Понимаешь? Кто он будет, что принесет в твою жизнь? Но он, знаешь, он противоположность тебе. Вот объясню. Вот смотри, ты действовать привыкла быстро, да, решительно. А он любит подумать. Ты решение там за секунду принимаешь, а он неделю размышляет. И поначалу тебя это бесить будет. Потому что ты будешь говорить, например, там, как можно так долго кафе выбирать? Или там еще что-то. Но именно вот эта его неторопливость, да, она принесет в твою жизнь баланс. Ты научишься не рубить с плеча и не принимать вот этих импульсивных решений, понимаешь? Он покажет, что иногда полезно, как говорится, остановиться и головой подумать. Чуть не сказал башкой. Вот. Ты поймешь, что не все в жизни на максимальной скорости нужно делать. Нужно, вот знаешь, как пробуют еду, да, сначала, или там дегустируют вино. Маленький глоточек, вот так вот делают, да. А у тебя, хоп, бокал вина ушел залпом. Ну, это я образно говорю, ты не пьешь, не увлекаешься, точнее. Но я вот тебе образно сказал. Вот он тебя научит вот так вот делать. И вот этот парень, он, знаешь, умеет золотую середину во всем находить. Не слишком много работать, но и не лениться, конечно. Не экономить на всем, но и безрассудно не все тратить. Он, знаешь, он тебя жить без крайности научит. Вот так я бы сказал. И планирование он принесет. Не такое, как у тебя. У тебя потому что жестко все без компромиссов. Он тебя научит мягкому, гибкому планированию. Вместе будете мечтать там про будущее, строить планы на отпуск, обсуждать там, куда переехать и прочее, прочее, прочее. Но эти планы, они будут радость приносить, а не стресс, как это у тебя сейчас. То есть ты с ним почувствуешь, что можно быть и сильной, и мягкой одновременно. Что не нужно там выбирать, как говорится, 100-500, как сказать, вот быстро выбирать, а можно просто расслабиться и от самого выбора получать удовольствие. Что сделать, чтобы встречу приблизить? Одну большую боль пережить. И это будет у тебя связано с работой. Тебя подставят. Ну, а что я тебе могу сказать по-другому? Врать я тебе не хочу. Лучше я тебя предупрежу, и ты там, как говорится, изменишь все. Человек, который ты доверяла, он тебя в спину ударит. И это будет очень больно. Ты даже поплачешь. Но эта боль будет нужна. Она тебя научит не доверять вот всем подряд и покажет, кто твой настоящий друг, а кто так себе. И после вот этого удара ты поймешь, что работа не самое главное в жизни. Что успех в бизнесе, он не заметит тепла человеческого. Ты перестанешь жить только карьерой и начнешь о личном счастье думать. Поймешь, что вот пора, как говорится, на баланс находить между делами и отношениями. И когда ты начнешь искать вот эту эмоциональную связь с людьми, да, не поверхностное общение вот это с коллегами, а настоящую близость с теми, кто тебе дорог, ты научишься открываться, своими переживаниями делиться, помощи просить. И это будет сложно для такой независимой, как ты. И еще нужно научиться уязвимым быть. Снять вот эту маску успешной, недоступной бизнес-леди и показать настоящую душу. Признайся себе, что иногда ты устаешь быть сильной. Что ты хочешь, чтобы кто-то о тебе заботился, кто-то на коленки посадил, по головке погладил. Что ты мечтаешь там полежать у кого-то на плече и ни о чем не думать. Вот когда ты научишься быть настоящей, а не играть вот эту роль снежной королевы, тогда и появится этот мужик. Понимаешь? Только так, больше никак. Подписывайся на канал, если еще не подписано, и мы переходим к третьему варианту.
Троечки. Троечки, троечки, затейницы. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-нибудь не туда не ушел и не погряз в своих кряхтениях. Где ты сейчас в своей любовной судьбе? Ну, знаешь, ты сейчас последствия расхлебываешь своих прошлых решений. Мужик, которого ты раньше выбрала против мнения всех, ну, того вот, что все твои друзья терпеть и подруги не могли. Вот теперь ты понимаешь, что правы были. Ты получила именно то, что заслуживала за то, что не слушала здравый смысл. И сейчас ты расхлебываешь вот эти прошлые отношения. Сейчас мучишься от того, что потратила столько времени на него, что прям вот пипец просто. Каждую ночь думаешь, как могла бы ты такой слепой. Как ты не видела вот этих всех красных флажков. Как игнорировала всех. Подруг игнорировала, они говорили, что мудак. Еще родителям он твоим не понравился. Тебя грызет не столько потеря его, сколько злость на саму себя сейчас. И постоянно у тебя в голове те моменты, когда могла поступить по-другому ты. Первый раз он нагрубил, надо было уходить. Вот так ты думаешь. Не пришел там на день рождения, надо было его разорвать сразу отношения. Подруга рассказала, что его с другой видела, надо было поверить. А ты прощала, терпела и терпела. И знаешь, что самое плохое? Ты понимаешь, что справедливость восторжествовала. Он получил то, чего хотел, свободу, а ты урок, который давно пора было бы выучить. Больно, но честно. И сейчас ты находишься вот, как сказать, в состоянии внутреннего суда над собой. То есть вот это все по косточкам разбираешь. Когда и как ты встретишь того самого? Ну, знаешь, когда устанешь от всей этой беготни. Сейчас ты пашешь, как проклятая. Работаешь на тренировке, ходишь, встречаешься с подругами, там родителям помогаешь, нет свободного времени. Ты забила свой график. График это, как сказать, вот полностью, ни одной секундочки свободной, чтобы там не думать о прошлом. Но эти силы, они скоро кончатся у тебя. Ты дойдешь до той точки, когда ты поймешь, что тебе отдых нужен. Не просто там выходной, да, а вот перерыв от всего. Возьмешь отпуск и поедешь куда-нибудь, где тебя никто не знает. И вот ляжешь ты под солнышко, красиво, на пляжу, будешь просто лежать, ни о чем не думая, и вот тогда он появится. В очень тихом месте вы познакомитесь. Вот, скорее всего, на пляже. Но вот, знаешь, когда на пляже не куча народа, а вот как будто ты вот одна. Понимаешь? То есть ты будешь одна, и он подойдет, тогда заговорит. Разговор будет таким вот, как сказать, расслабленным, что ли, неспешным. То есть ни ты на него не будешь пытаться произвести впечатление, ни он на тебя. То есть роли играть вот эти вот дебильные вы не будете. Просто два человека отдыхают, устали от суеты там у себя дома и друг друга нашли тут на пляже. Кто он будет, что в твою жизнь принесет? Он, знаешь, он стабильный и надежный. Вот он полная противоположность твоему бывшему. У этого есть свой дом, работа, планы на будущее. Он, знаешь, он не мечется вот по жизни в поисках себя, как твой бывший. Он не экспериментирует с этими разными стилями жизни. Он просто нормальный мужик, который знает, чего хочет. Понимаешь, вот так все просто. И принесет он в твою жизнь настоящую защиту. Не в смысле там телохранитель, да, а вот в смысле, что рядом с ним ты будешь себя чувствовать в безопасности. Он не будет тебя ни критиковать, ни унижать, ни заставлять оправдываться, как это бывший делал. Наоборот, он будет защищать тебя вот от тех, кто пытается тебя обидеть. Понимаешь? Вот этот очень такой выносливый и терпеливый. Твой бывший вот что было? Срывался по любому поводу. А этот умеет держать удар.
Если у тебя там настроение плохое, он не обидится. Если ПМС, он тоже, как говорится, не в коня корм. Вообще не по теме сказал. Ну, ты поняла, да? То есть, если устала от работы и не можешь там еду приготовить, он поймет. Хочешь побыть одна, даст тебе пространство. То есть он не будет требовать от тебя вот этого внимания постоянного, и чтобы ты его развлекала. И твою жизнь он сделает спокойной. Без драм, без скандалов, без разборок, никаких вот этих американских горок и этих эмоциональных качелей. Просто ровные теплые отношения, где каждый свое приносит в ваши отношения. То есть маленькую радость каждый вкладывает. Что сделать, чтобы эту встречу приблизить? Начать учиться. Не в институте, да, там не курсы, а вот в жизни. Понимаешь? Просто вот тебе нужно заняться тем, что расширит твой кругозор, чем-то новым, что поможет тебе понять себя лучше. И именно так ты научишься быть эмоционально зрелой. Сейчас нет. Сейчас у тебя этот, как его, защитный барьер. И вот когда ты эмоционально зрелый будешь становиться, ты поймешь, как работают отношения между людьми. Как не повторить вот эти ошибки, которые ты с бывшим допускал. Как распознать токсика, да, на раннем этапе отношений. Как здоровые границы выстраивать научишься. Все того, чего тебе не хватало в прошлых отношениях, тебе нужно научиться. И в вопросах любви тебе мудрее стать надо. Перестань красивой лапше верить. Смотри на поступки. Не влюбляйся в потенциал мужчины, а вот оценивай то, что он из себя представляет здесь и сейчас. Понимаешь? И не оправдывай плохое поведение каким-нибудь там у него трудным детством, стрессом на работе. Никто не должен друг на друга срываться, независимо от того, что произошло. Учись понимать свои чувства и чувства других людей. Тут больше, как сказать, нечего сказать. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.